Здрасте, ребят, всем. Это канал Рен Анетты, и да, вот она снова, я тут на больничном сижу. Хотя это я не хочу вспоминать. Вот тот вот первый день, знаешь, когда ты эти вот начинаешь там всякие сильные таблетки пить, вот это вот. Короче, вы, главное, там сами тоже не болейте. И кто болеет, сейчас будем вас как-нибудь веселить. Ну и куда же без нашего Хорайзена? Сколько мы там же, где-то процентов 50-60, наверное, мы прошли. Кстати, надо сейчас посмотреть, мне интересно. И глянем сегодня сюжет 100%, потому что он такой, вот такой он. А если ты не знаешь, какой, ссылку внизу на плейлист найдешь. Ну и желаю тебе приятного просмотра. Мы продолжаем. Сколько там, подожди, нас не помню, 55, 56 было. Не помню, надо глянуть. Я здесь вот чекну. Да, он полностью стоит. И вообще надо вспомнить, с каком я помню, мне там в коммент одну вещь написали. Я забыла кнопки. Статистика. 60%, даже считай 61. Not bad. А почему бы, да? Значит, мне написали очень такую интересную вещь. А метнуться можно, а метнуться нельзя. Нам надо поговорить с этой, с Тирсой. Это которая матриарх, которая всегда была за нас, которая, да, нам тогда с самого детства еще тогда благословила нас на имя и все прочее. Мне говорят поговорить с ней на очень такую важную тему. Сейчас посмотрим. Даже интересно, расскажешь ли? Я просто, потом, знаешь, я после этого комментария я Делаю даже что-то запасы. я даже что-то прям призадумалась. Короче, это по поводу Раста. Это вот тот, да, кто с нами всю жизнь был. То, что... смотри, даже это тяжелое оружие лежит до сих пор. Да. То, что его история... Звук. Если. Его история не была рассказана. Александр. И мы же тогда, помню, после инициации, когда мы вот вышли, да, отсюда. Спасибо тебе, богиня, что послала ее нам. А мне спасибо. Великая мать заступилась за нас, и мы выстояли, когда убить. Вот тебе и вся благодарность. Так, а ну-ка, где она? Прости, Элой, прости. Бог простит. Элой, как хорошо, что ты навестила меня перед уходом. Теперь сомнений быть не может. Ты — само благословение, воля богини воплоти. Да, по-хорошему было бы не Все дойти не бы. так просто, Тирса. Но сойдемся хоть на этом. Знаю, тебя поджидают опасности. Убить железного беса — это немыслимо. Но я в тебя верю. Спасибо. Спасибо. Как я, слушай, нормально, получше, чем было вот на прошлой неделе. Вот мы, да, с вами только вот кинчик посмотрели, там на бусте я его выгрузила, кстати. Не утром, правда, как хотела, но там какие-то технические эти неполадки были. Вот, а так, да нормально. Что-то вот максимум позавчера еще меня как-то, вот знаешь, вот состояние амебы. Вот, так неплохо, всё хорошо. Спасибо. Племя понесло тяжелые потери, Тирса. Что же теперь будет? Лишь богиня знает грядущее. Уж как она решит. А пока я и мои сестры должны позаботиться о раненых. Как обещала, всех, кто решит примкнуть к тебе в Меридиане, мы объявим искателями. Я думаю, до поры до времени нам лучше оставаться внутри горы, поближе к богине. Так будет лучше. Здесь хотя бы можно держать оборону. По факту. А ну-ка. Тирса, расскажите мне про Раста. Почему его изгнали? Он не объяснил, сказал, дал обет молчания. Что он сделал? О, да, Раст. В чем Да, он я видела. провинился? Спасибо.
Если хочешь, я расскажу. Но это долгая история. Ты правда хочешь ее услышать? Конечно. Конечно, хочу. Слушаю. Раст ни в чем не провинился. Он покинул племя сам. Что? Как это сам? Много лет тому назад, еще до помешательства, до красных набегов, на племя напал отряд кровожадных чужаков. 12 их было. Чужаки захватили пленников в молитве матери и пошли дальше, к жажде беса. Молитва матери, где это? Теперь Не слышала это такого. брошенная деревня на границе с Карха. Раньше там жило много семей. И семья Раста. Его женщина погибла, сражаясь с чужаками, а дочь была среди тех, кого взяли в плен. Дочь? Как ее звали? Алана. Ей было всего 6 лет. Воины не смогли остановить 12 чужаков и спасти пленников? Это было невозможно. Их было меньше, но стоило подойти на расстояние выстрела, они убивали пленника. Зачем они сюда явились? Быстро Мы так и не реагировали узнали. ребята. Не смогли подобраться к ним достаточно близко. Мы знаем, что они 2 дня стояли лагерем у жажды беса. Оттуда были слышны такие странные звуки. Затем, так же внезапно, как пришли, чужаки снова перешли границу и исчезли. Что стало с дочерью Раста? А сколько же, подожди, они Они ее быстро все это убили? делали? Раст был среди тех, кто шел по следу чужаков, на расстоянии. Когда чужаки дошли до границы, с ними было 6 пленников, в том числе Алана. Никого не пощадили. Они перерезали пленникам горло и в насмешку бросили тела на той стороне, у границы. Зачем? Жестокость. Они знали, что вера запрещает нам покидать священную землю, и что мы не сможем пойти за ними. Думали, наша месть их не настигнет. То есть, значит, Раст пошел за ними? Так он стал изгоем? Нет. Раст был вне себя от горя, но все равно не осмелился нарушить запрет. Так что же он сделал? Он воззвал к самому потаенному и страшному обряду Нора. Искатель смерти. Типа темная Вот кем магия. он стал. Искатель смерти? Кто это? Тот, кто умирает ради поиска и несет смерть всем, кого найдет. Этот обряд забирает дух человека и отдает его в руки Великой Матери. Сердце бьется, сознание мыслит, но дух уже покинул тело. Я не понимаю. Теперь как Раст это на пошел за человеческий чужаками, перевести? но его дух так и не покидал нас. Дух был здесь, с Великой Матерью. Раст забрал тела убитых и вернул нам. Затем он пустился в погоню, не как изгой, как орудие возмездия, как острая стрела, которая уже не возвращается. Хорошо, Саша, спасибо. Спасибо большое. Глянем? Но он Почему же нет? вернулся. Да, целый год спустя, с ужасными ранами, он пал без сил у самой границы. Его обнаружил отряд охотников в бреду, в агонии. А если По странами, он закону, мог какое-нибудь заражение Он получить должен и так был далее. умереть там же. Но есть одна то, что, ну, охотница нарушила физически уже. запрет. Она дотянулась и втащила Раста на нашу сторону. Кто она? Воительница. Ее мужчина и 2 сыновей погибли от рук тех самых чужаков. Так Раст не сумел отомстить? О нет, он убил их всех. Выследил по отдельности в разных уголках мира. Банур,
Меридиан, Жила, владение Утару и еще дальше запретный Запад. Последний Отсылочка на вторую чужак часть. едва его не одолел. После Раст ковылял и полз назад домой, потому что хотел умереть ближе к священной земле. Он не ожидал, что его перетащат через границу и выходят. Он не просил об этом, но это было сделано. И мы, матриархи, попали в затруднение. Почему вы не приняли его обратно? Раст стал искателем смерти, Элой. Ему больше не было места. Ну, типа, среди все, нас. здесь дороги назад нет. По закону Ну, типа, здесь ему ну, не вместе. было места. Но мы не смогли его выгнать, так что пошли на компромисс. Сделали его изгоем. Да. И только на том условии, что он никому не расскажет об этом исключении. После всего, что он сделал, что вынес, такова была его награда. Изгой? Раст был счастлив. Он не думал, что ступит на священную землю, а мы ему позволили вернуться в объятия к богине. ну, спорно. Он знал, что остаток дней проживет в одиночестве, и был готов к этому. Но вы нашли меня и отдали ему. Да. И еще один компромисс. Матриархи боялись тебя, но не хотели, чтобы тебя растило племя. Мы обратились к Расту. Он мог позаботиться о тебе, научить почитать Великую Мать и уважать обычаи племени. Но он старался как мог. Не, ну, по Он факту. потерял родную дочь, а вы заставили его растить чужую? Не думаете, что это жестоко? С учетом всего произошедшего, можно сказать, что мы поступили мудро. И я уверена, с того момента, как вы встретились, он видел в тебе дар, а не обузу. Я вспомнила с начала игры. Спасибо, Тирса. Ничего себе история. Это заставка была. Теперь мне пора в путь. Спасибо, что все эти годы вы помогали мне, как могли. И что рассказали про Раста. Я бы хотела сделать больше. Но что может одна женщина? Я одна Много. и сделала немало. О, спасибо, Элой. Я помолюсь за тебя. Ладно, не повредит. Не, ну, бабули это верят в нас. Она даже чем-то иногда на мою похожа. Так, про фильмы я поняла, окей. Диас, здорово. О, видели, заработал, да? Вот здесь вот, Я видел, вверху как было Великая вот это гора вот. раскрылась Это тележенька наша, да. Дочь богини. Можете залетать туда сейчас скоро, да, я это улечу. Да, отдыхать в Арабские Эмираты. Да, короче, туда все буду заливать. Ты пропустил несколько скрытых побочных заданий. Если бы ты их сделал, тут было бы еще несколько человек. Слушай, ну может быть мы их просто не нашли, но по крайней мере из того, что мы находили, мы все это закрыли. И за пределами священной земли. Но Прости, Элой, О, великая, прости, сохрани. избранная. Я не поняла знаки. Прости. Говорю же, никакая я не избранная. поехали. Ну и все. Так. Элой, ты Ну-ка-ска. заходила С этим внутрь тоже можно горы? Ты побазарить. же сам видел. Вообще-то отсюда с земли мало что видно. Хотя ладно, там свет такой был на весь этот. Так, окей. Спасибо большое, кто написал по поводу комментария. Поговорить с Сирсой. Блин, я прям как-то... Ты грустно, но и в то же время... Не знаю, странно. Так, добраться до Злого перевала. Поехали. Нам вот это надо.
другой стороны, подожди, мы можем вот так проехать. Так будет... В смысле? Может, выйти надо? Ой. Подожди, может, нам реально выйти просто отсюда надо? Диалог с Тирси здесь самое главное. Ну, что-то да, до меня немного не дошло. Я и забыла про то, что она говорила, типа, потом мы с тобой поговорим. И как раз вот оно, это потом она стала. А, вот. Холодает. Ну, у нас еще пока лето, нам хорошо. Я сегодня, правда, пока доехала до дома, это вообще была жесть какая-то. 3,5 часа до дома ехать. 3, Карл. Ну, 4 даже, почти там половинка. Машина Чё? в такую деревню. Надо помочь людям. О, побочное задание. А может, давай-ка пока не будем? Давай-ка мы пока поедем. Подожди. Мы сюда вернемся. Метро... У меня нет метро. У меня в этом-то и прикол, то что мне по... Я даже не по метро, а по МЦК каталась. И потом я на электричку сажусь. Поэтому там прикол в другом был. Во-первых, я сначала пока автобус ждала, потом пока сам этот поезд ждала. И когда побежала на электричку, у меня прям ровно 5 минут оставалось. Чтобы не покупать себе билет, не тратить время, я ее на 3 купила. Это... В смысле, как ты меня заметил? В смысле? Чего? Чё, родные? А, да? Как он меня так заметил-то? Вот. Я впервые такое вижу. Он, по крайней мере, не идет. А, нет. Великолепно. А у меня не диаметр, у меня нет вот сюда. А мы еще не проложили. А когда его проложат... Это тоже вопрос. А что это такое сейчас было? А какая меня в траве заметили? Прекрасно. Не, подожди, а машинка-то мне нужна. Совсем дурной. Так вот, я, короче, на 3 купила этот билет. Ну как, я просто ее пополнила. А сейчас такая тема идет, то что когда электронно пополняешь, ты в метро можешь сразу пройти. То есть не к этому валидатору не прикладываешь, чтобы типа, ну, записать эти папки. А сразу проходишь. А на электричке такого нет. Скорее всего, даже если это и МЦД, то это так не работает. И все. У меня типа 2 минуты до электрички. Купить новый билет я не могу, потому что я последние бабки записала как раз на 3. Такую деревню. Надо помочь людям. Мать, потом поможем. Нам бы себе помочь. Вон, этого взять. Вот, и все. Мне еще полчаса пришлось стоять, ждать электричку. Ну, потому что просто не было другой. Так-то так. Короче, я плюнула и сказала: нафиг эти ваши Москву. Эти вот все ваши поездки. Мне и здесь неплохо. Машина в такую деревню. Надо помочь людям. Иди сюда. Даже не думай меня спалить. А, это вот так работает, да? Ай, блин. Надо
тепловизор, говоришь? Все, ладно. Нет, до сюда, нет. А как мне его приманить? Совсем ненормально или чё? А, да? Чё, мне пешком предлагаете идти? Не надо, заколебёте. Сюда. Ну, давай быстрее. Надо его пнить. А, нет, не надо. Ну все, изи. Как я не люблю уезжать в столицу. У меня главная Очень площадка в такую 10 деревню. минутах. Надо помочь людям. Ходьбы от ВДНХ, но я живу. Юг. Юг, запад. Восток. А, поняла плюс-минус где. Так. Я в 5:30 выезжаю из города, чтобы успеть к началу рабочего дня. Я тебе так скажу. Я просто для себя сегодня точно прям определила, что все, если я да, еду домой из Москвы, то ездить только вечером по одной простой причине. Огромное количество народа. Много, в электричке жарко, ты стоишь все это время, а мне чисто физически тяжело стоять. Долго, особенно когда жара, все, я там могу, ну, просто сесть. Это было уже так и не один раз. Вон здесь мы все собрали. Нет, еще лежит. Вот. И плюс... Я просто вспоминаю, как я ездила на работу. Даешь, ну, давай так, ладно, уезжала я 6 там с чем-то. На работу к 8 надо было. Так, метку поставить. А, хотя, подожди, нифига мне метка. Прям задание. Которую я почему-то не наблюдаю. Так, сделаем. Вот. В 6, соответственно, уезжаешь, и домой я приезжала в 11 вечера. А в 5 вставать. Я просто езжу, я вижу все вот эти лица, мне реально жалко людей. Без прикола тебе говорю, мне прям жалко людей. Не так, ну, каждый день люди мотаются. Я взять хотела. Дай сюда. Это постоянная вот эта вот толпа людей. В метро там, в принципе, все то же самое. Вот она, дорога. Сюда вот не надо. Есть же? По ней. Вот, и я просто говорю, все. Это все. Вот так вот кататься, я не знаю, где люди силы находят. И просто, что понимаешь, самое забавное, когда это видишь, вот что вот так вот люди катаются, прям видно их, ну, уставшие лица. Примерно так. Да, я тебе сейчас помогу, меня тут сожрут. Эй, блин. Больно. Чувак попросил помочь, но я не могу отказать. Сейчас я тебе чуть надеру. Дурной. Совсем дурной.
Я вас сейчас... Это за... А, все. Все. Сказать спасибо мне. Подожди, он нам скажет спасибо? Смотри-ка, бежит. Ты избавила меня от верной смерти. Спасибо. Вот. Большего мне не надо. Ну вот Войковская, где я знаю, а вот это Лухмановская не шарю, если Никогда честно. не знаешь, когда пригодится. Да ладно. Приходилось. То есть выходить из дома сейчас 7. Благодаря БКЛ. Вот, кстати, БКЛ это реально тема. Мы когда к бабуле ездим, это прям мега помогает сэкономить время. Да нет, в принципе, как сейчас вот эта вот вся инфраструктура развивается, вот это вот касаемо метро, и то, что вот это вот МЦД прокладывают, это прям реально очень удобная вещь. Я прям жду, когда нам его проложат. Нас вроде хотели... Так, подожди, мне куда? Свернуть надо. Нас вроде хотели то ли в 25-м, то ли... Короче, вот-вот. И, по-моему, его опять перенесли, то ли вообще отменили. Где-то какую-то новость видела, но один раз это, наверное, вопрос какой-то был. Говорю, ну было бы не прикольно. Так, зато мне надо. Дай сюда. Ломная боль. Что это? Ноги болят. Постоянно ловлю себя на том, что протягиваю руки, чтобы их растереть. Но ног уже нет. Одно дело слышать рассказы про фантомную боль, но совсем другое ощущать это на себе. В этот миг, когда рука проходит сквозь пустое пространство, я вновь оказываюсь в Бриджуотере и чувствую, как нанотуман Короче, я поняла. Это такая себе история. Я думаю, все знают, что такое фантомная боль. Саша, а почему бы, да? Если ты для себя выбрал. У меня там девчонка учится. Лась. Вроде бы. Да, она закончила. Да, она выше пошла. Так, ну чё, полезли. Здесь прямо именно лезть, да, все-таки надо. Жон. Всё, давайте уже чуть-чуть немножечко погрузимся в игру. Блин, кайфово все равно с чатом пообщаться. Прям как-то... Не знаю, ну а что, пока мы тут... будет непросто. На каждом шагу рыскают хищные машины. Зараженные? Не зараженные, но людей они не потерпят. Тоже мне удивил. Спасибо, дружище. Ты лучшая поддержка. Самая лучшая. Ну-ка, давай. Блин, очень круто, кстати, вот этот вот прыжок ее сделали. Все, я вижу. Подожди, нам же наверх надо. Все, я увидела. Увидела. Я вижу ловчих. Офигеть. А на той стороне рыскари. Вот такие виды. Я не знаю, в реальной жизни увидишь это, и все это прям там можно остаться. Это очень красиво. Ловчие, говоришь, да? А ну-ка сюда мне. Сюда мне вот этих товарищей. Они уязвимы к электричеству. Легко. Мы, пожалуй, вот эти стрелы мы тоже сделаем. И вот так вот. И веревок наделаем. А мы ничего, кстати, с вами создать не можем? По вместимости. Нет.
У нас уже все... А, подожди, мы все прокачали. Нам здесь только шкура енота нужна. Обалдеть. Так. Вот я там увидела слово экзамен, и как-то меня уже поплохело чуть-чуть. Так, кстати, у кого там сейчас, кто еще сдает сейчас вступительную, у кого-нибудь наверняка. Давайте там нормально все будет. Страшно, стрёмно, но ничего, прорвемся, как говорится. А те, кто уже все сдали, особенно те, кто сдали дипломы, поздравляю. Вы меня стоите, ждете, да? А я знаешь, что могу сделать? Смотри. Кстати, блин, я с прошлого стрима не сделала, да? Надо, короче, убрать все ненужное, продать. Это вот мне. Нам нужен новый нитемет. 100%. Сюда. Можно будет очень легко их забайтить. Очень легко. Стоит. Вон, видишь, они как делают? Говорит, я спрятался. Я говорю, ничего не знаю. Я всех поймаю. Давай сюда на 312 урона. А, я поняла. Вот у меня, по-моему, девчонка там и училась. Прям именно вот на... Цель далековато. Вот этой специальности. И мне прям совсем память моя не изменяет. Конечно, вот это вот криво, то, что вот через дерево. Я прям специально так сделала, посмотреть. Я поставила сюда, и по идее она должна была за дерево зацепиться. Но, как видите, по итогу нет. Вот, видишь? Оно все равно ставится. Там что у нас останется, мы соберем. Как вы помните, мы это... Какого? У нас навык такой есть. Кстати, очень удобно. Мне надо... стоп. Эть? Давай сюда. Вот так вот еще сделаю на всякий случай. Приехали. Давай. Сейчас смотри. Иди сюда. Так. Я вот так вот сделаю. Просто не попадайся ему в глаза. Да вон он еще один. Это рыскарь. Нет, это ловчий. Всё. Минус ловчий. Кстати, фиолетовый. Вот теперь вопрос у меня другой, а получится ли их забайтить? Стоп, это этот мелкий. Да? Смотри, другой летчик. Иди сюда. Там один отбежал. Нет. Попасть можно?
Не получилось чуть-чуть, они мимо пробежали. Да сейчас тебе. Ну-ка, давай за мной. Давай. Блин, убьется. Сейчас я... Все, я спряталась. Где они? Блин, их, наверное, не будет сейчас видно. Привлекательно, если бы они не искали меня. Где? Напугал меня. А я второй-то. О. Ну, с компонент сбился. Давай, иди сюда. Ай. Не плюйся. Смотри, видишь, он по кругу носится. Видишь, зараза, он боится прям как будто подойти сюда. Сейчас я тебя поймаю. Эй, блин. Я не поняла, как это сейчас так приключилось. Меня пронесло мимо него. Видишь, нет. Смотри, а. Ты меня реально сейчас. Минус. Давай. Да? О, добегался. Но вот этот вот какой-то прям вообще шустрый был. Где-то он сразу полегли. Этот умный оказался. Но ему это не помогло. Кстати, знаешь, что странно было? Почему-то я первый раз заметила. Одного ловчего мы положили, компонент подсвечивался. Его можно было сбить. Типа, вон он прям рядом с ним лежит. Странно, но... ладно, там плюс 100 опыта. Вот там он фиолетовый ловчий, мне вот интересно. Сейчас с него мне дадут. Мы забрали. Подожди, а с этих... Нет, с них уже ничего не лежит. Неплохо. У нас, по-моему, и побольше есть. По-моему, у нас спирали есть и побольше. Но ничего страшного. Все равно неплохо. Запас И карман опыта не поднабрали. Я бы сказала, прям удачно поднабрали. Здесь ничего, кроме кабана, и нету, да? Сюда, родной, мне... Мясо мне. Дай, пожалуйста. Не, а чё так? Эти всякие лекарства делать и так далее. Все, мясо надо. Может пригодиться. Ну такие они все равно, вот эти вот ловчие. Они прям нудные какие-то. Эти их еще маячки. Прям меня вообще не радует. А там что есть, интересно? Здесь же не просто так проход. Допустим. Или просто так. Нет, скорее всего, просто территория побольше. Чтобы побегать. В этих.
Это я беру дорогу. Машинами подраться. Ну, мы их и так положили. Ну а чё, на них стрелы еще тратить? Они меня, правда, и так покоцали. Радости. Ну ладно, сейчас поднаберем. Не, в целом неплохо. У нас одна ячейка этого есть. Ну, даже вторая уже начинается. Так, ну окей, один осколок тоже осколок. Восковой корень. Не буду пока на индиков и всех прочих внимания обращать. Пойдем-ка. Почему-то мне, знаешь, что напомнило этот? Сильный снегопад. Нербели. Инициацию, когда проходили. Почему-то у меня в голове сейчас вспомнилось. Подожди, а тут, наверное... Нет, там просто забраться, там нет ничего, там наверх. Да, полезли. Потому что, конечно, вот метель поднялась, мне интересно, это так и должно быть? Или просто так сложилось? Ладно. Они думают, что охраняют геев? Вряд ли они могут думать. Это скорее инстинкт. Их влечет к ее могиле. Где они? А. Ходи, меня это не особо радует. Мне бы вот В туда детстве бы. это было проще. Мне бы к костру пока пройти и засейвиться. Четвертого числа только диплом получу. Наконец все сдал. Это пережил. У тебя все получилось, поэтому... Надеюсь, хоть немного у тебя на отдыха будет. Подожди, мы же, по идее, и правда их можем просто обойти. Выскорее мы можем сейчас аккуратно положить. Логично? А что нам шумиху-то поднимать? Все. Хотя вот и снег закончился. Просто сейчас с этими всеми закуситься, но... да? Дойти мне прям дойти надо. И с другой стороны... Нет, подожди, там вон трава. Можем аккуратненько пройти, попробовать. Да, я помню, ты писал. Это я помню. Не, ну дождь тогда прошел. Это вообще забей. Я никогда вообще какой-то подобной бури я вообще не видела в жизни. Только не ты, а. Я думала, его можно подчинить себе, а нельзя в итоге. Сидят. Аккуратненько. Сюда. Этот не смотрит. Вроде бы. Не-не-не, не видит меня. Всё, я вроде дальше вижу, как. Вроде бы. Так. Стоит. Я быстренько вот сюда сейчас пройду. Нам вон туда наверх надо. Не будем поднимать шум.
А, да? Я, кстати, не слышала за эту тему. В смысле, подожди, как это работает? Не, я, кстати, сама писала. Наверное, я один из тех людей, которым заняться нечем было. Вот, но я, по крайней мере, его когда сдавала, ко мне не было... Мне даже вопросы не сдавали. На момент 2006 года мой диплом, мои 6 лет учебы стоили порядка... Ну, это, кстати, неплохо. Это прям даже очень неплохо. Так, бы вот от этого убрать бы путь. Да, вот теперь бы разобраться вот здесь, куда нам идти. Нашла. Просто это сейчас и время мы потеряем. Даже, наверное, чуть-чуть начало подобрежу. Самую малость. Пока мы там с этими разбирались. Сначала даже не поняла, что это Элой стояла. Давай, не надо. Давай, не надо. Буревестник. А это все. Я почти на месте. Верно. А давай мы просто пойдем отсюда. По-моему, просто ему не особо нравится. А чё у него? А, у него туловище неуязвимо ни к чему. В смысле, а как его бить-то? По-моему, он вообще еще... А, нет, нормально. Целится бы. Хорошенечко. А где? Нифига себе ты. Не надо ко мне подходить. Ой, хорошо-то как. Сейчас мне стоять, мне надо кое-что другое сделать. Вот она моя ошибка была. Стой. Стой, говорю. Мне прям даже интересно с ним подраться. Что, да? Стоп. И все. Кстати, долго очень перехватывает. Очень долго. Вот. Пойди-ка сюда. Стой. Починиться. А починить тебя? Я с тебя компоненты, конечно же, заберу. А я умнее сделаю. Все. Что мне с ним? Вот правда... Он не хочет, чтобы я его чинила, ну и фиг с ним, все, пускай он стоит. Я, по-моему, у него... А сколько мы ему компонентов сбили?
Подожди, валяется или нет? Скорее всего, нет. Все, пошли. А чё сейчас на него еще время тратить? Или завалить? Не буду. Потом еще успеется. Так, стоп. Чуть-чуть не туда. Мать моя женщина. Он там летает, видел? В уголочке. Так это и есть жертва геи? Она раздавила гору, как яйцо. Да. Поспеши. Запись, Я кстати, он подготовил для бежит. тебя маршрут. Так ты здесь уже проходил. Ну да. Увидишь. Спасибо. О, вон он летает. Блин, это очень красиво. Это... знаешь, как-то... Значит, о маршруте ты позаботился. Типа а с армией руины, машин не но стал очень возиться? такие... С каких пор тебя пугают машины? Если бы ты могла летать, что-то я бы и на воодушевляет. маршрут не стал время тратить. А. Ловила ли ты когда-нибудь... Блин, сорян. Что-то отвлеклась, я думала, мы летим. Ловила ли ты когда-нибудь петуха? Как сказать? Значит, Можно о не- маршруте ты можно я не буду- позаботился, можно я а не с буду на армией этот машин вопрос не стал отвечать? возиться? С каких пор тебя пугают машины? Если бы ты давай могла так, летать, если я ты- бы и на маршрут не стал время тратить. Если ты про животное имеешь в виду, то нет. Я голубей ловила. Не смотреть вниз. Не Да, давай не смотреть будем. Один раз вниз. мы уже посмотрели. Да ладно, давайте, а то мы что-то сегодня слишком много прям. Прям разболтались, хотя я прям по вам соскучилась. Честно вам говорю. Вот, а то немножко просто это, начинаю отвлекаться от самой игры. И... Ага. А вот оно, да? И отсюда мы, скорее всего, потом будем... Или не отсюда. Спускаться. Так, ладно, пойдем. Вот таким я себе и представляла твое убежище. Спасибо. Это одна из многих мастерских, которые я построил. Подожди, а что это у тебя здесь? А здесь ты еще успеешь покопаться. Да? Допустим. Долгие годы я пытался вскрыть этот люк. Сверлил его и сжег, и взрывал. А, это я видела, Саш. Но ты сможешь пройти тут легко и просто. Там можно много чего Ты так приходит. говоришь, будто я виновата. Тихо, осуждаю. Вовсе нет. Мне даже не пришло в голову, что нужна не грубая сила, а просто ключ. А, ну сила есть, ума не И надо. ключ — это человек. И я оказался Да, Николай, спасибо. недостаточно Меня сообразительным. тоже предупреждали, это прям... Сейчас, короче, разберемся. Ты много времени тут провел. 19 лет назад эту гору сотряс мощный взрыв. Кто не против, я пирожку. Смерть геи. Твое рождение. Эхо взрыва было слышно даже в жиле. Небо затянуло пеплом. Меридиан трепетал при виде этого знамения. Кратер горел долго, но когда остыл, я заглянул в него одним из первых. Со временем на его защиту стянулись машины. Удачно. Больше никто не совал сюда нос. Кроме меня. Ну да, лиходея еще с коршунами можно обойти, а этого... Нам просто повезло, что мы его перехватить смогли. Приятного аппетита. Спасибо. Гея сказала, Там тоже что кто ее там можно кушает, восстановить. отдыхает. Но урон так велик. Разве починишь? Она сказала, сначала нужно уничтожить Аида, а уже после думать о ремонте. И я согласен. Починим систему терраформирования сейчас, и ее может использовать Аид. Из-за жертвы геи ему пришлось искать орудия, которые не столь удобные. Но думаешь, вообще возможно вернуть Гею? Ты знаешь, на что способны котлы.
Им теперь доступны любые технологии для создания машин. По той же логике, они наверняка смогут воссоздать и технологии для ремонта Геи. Нам, кстати, надо карту Но это поизучать, займет годы, открыть еще а котлы. наше время, к сожалению, почти на исходе. Я думала, что ты тоже здесь будешь. Ну что, придешь. Ага, Зачем? мечтать не вредно. Мое присутствие не требуется. Дверь ты и без меня сможешь открыть. Компанию Это ты составить. рождена для этого, не я. Ах ты, скотина. Мне пора идти внутрь. Да. Когда найдешь главный блокиратор, получишь оружие для победы над Аидом. Все от тебя зависит. Да, спасибо. Так. Подожди, я примерно... В смысле? О, Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. я ФК тоже поем. О, Можете проходить. так, подожди. Подожди, это спуск вниз. Мне говорили за левую сторону. На обрыве посмотри налево. Здесь есть только вот это. Не то, я прям... Сейчас. Сейчас найдем. Регистрация. Марго Шен. Я с вашего позволения пойду дальше. Замерзший ад. Население 10 человек. 11, считая гею. Цыплят Будь эмбрионов осторожна. по осени считают, дорогуша. Она Тихо. пока не заработала. Так что прямо сейчас на омлет не рассчитывай. Я веган, Трэвис. Мы с тобой столько вместе работаем. Мог уж запомнить. По расписанию у нас было еще 3 недели до переезда. Нет, здесь его Мне пришлось лаборатория. бросить там 350 килограммов порно-комиксов. Подожди, на физических носителях? А Почему ну-ка. ты их не оцифровал? Потому что физический носитель приятнее в руках держать. Больше-то нам тут особо нечего потрогать. Думал, буду по вечерам их архивировать. А ты? Я? Работать буду. У меня график Подожди, задач уже проход года на вот 3 он расписан. есть. Есть много углов, которые надо Но сгладить. здесь А тупик. что потом? Я как-то и не думала. Еще успеешь. Тебе сколько? 30? Нет, Нас это не всех сюда. переживешь, и одна тут будешь куковать. Пища для размышлений, веган. Вот отстой. Вы все Ничего. закончили? Потерпишь. Жизнь быстро пролетит. Вот это оптимист, я смотрю. Короче, мне сказали, до того, как спускаться вниз, должен быть какой-то проход. А здесь я ничего не вижу. Это до спуска. А ну-ка поподробнее. Кто шарит, напишите. Я найду этот проход. Я хочу его найти, просто... Насколько же его так спрятали? Что я за ору благим мат? Это как датчик, да? Нет, это у этого здесь. Хотя, причем, что здесь она считается. Стой, подожди. Здесь мы, по идее, не пройдем. По идее. Подожди-ка. Пройдем. Нет, не пройдем. И нет, тут ничего нет, хотя я сюда смогла залезть. Так, нормально, подожди.
Делаем проще. Это до входа в лабораторию? Вот до того. Или это где-то здесь? Просто до обрыва. Ну, типа он здесь один вот. Вот здесь. И второй уже там, на входе. Но тут я не увидела ничего. То есть туда-то мы, может, и прошли, но дальше там ничего нигде нет. И если мне память не изменяет, он даже на карте не показан. Это по курсу основной метки. То есть вот здесь вот где-то. Нет, подожди. Я, кажется, поняла. Мне сказали одну вещь, которая меня сориентирует. Не вот это не вот эта часть. Повезло, повезло. Цепилась. Подожди. Там прям мы сейчас кое-что тут должны найти. Ну это то же самое, мы просто поближе подошли. Чего? Просто как будто мы просканировали. Да-да-да, и вот где-то... Вон туда нам надо. Здесь, наверное, нету ничего. Нету. Да вот здесь. Что это мне шевелится? Это текстура. Теперь один вопрос просто, а как нам отсюда вот свеситься? Сейчас найдем. Нельзя залезть. Шиш, да? Да дальше как-то пройти. Я там не могу запрыгнуть. Хотя дальше мне, наверное, тоже уже никак. Пробовать просто спрыгнуть, если. Это я могу упасть. Не, повезло. Повезло. Да-да-да, попрыгать здесь прям надо будет. Так. Вот здесь какой-то уголочек. Это не он, то он. А вот и последний топливный элемент. Но, слушайте, Теперь я смогу добраться до тех доспехов. Я не скажу, что это прям как-то мега. Ну, там, да, можно было, конечно, и сразу сигануть. Но... Подожди, а что там за проход? Наверное, я только не запрыгну, да? Да, я тут не запрыгну. Или... У меня никогда не получится. Надо лезть. Я не скажу, что прям как-то мега запрятали, если просто аккуратно посмотреть. То есть чисто вот встать и поизучать. Меня бы уже... Вот это бы вот во внимание меня взяло. И, соответственно, долезая туда, это бы вот здесь. И сюда я бы залезла. Ну, просто я как человек, который готов по максимуму обшаривать, мне кажется, я бы увидела. Но в любом случае, спасибо всем,
кто подсказывал. Сейчас тоже вот меня скоординировали. И мне стримы тоже писали. Спасибо большое. Ну все, теперь доспехи наши. Они по праву. Теперь принадлежат нам. Что-то меня это прям напрягает. Прям очень меня это напрягает. Обычно сразу прямо просто... Я не люблю сразу, понимаешь? Когда вот такие вот места, вот такие вот, мне прям детально все это хочется посмотреть. Плюс, как ты видишь, там проход был. То есть... ну типа вот мы спустились, и вот сюда бы мы и прошли. Ну, окей. Видимо, Ладно. мне туда. Нашли и нашли. Ну все, мы молодцы. Мы все вместе это сделали. Так. Вот мне уже не особо нравится. Я туда ползу. Так что я сейчас... Он ведь так уже 19 лет простоял, да? Да, я надеюсь, что он тоже Не простоит. отвечай. Хотя бы на момент нашего пребывания здесь. Очень на это надеюсь. А даже как-то стрёмно, знаешь, по таким руинам лазить, а тут все в любой момент вообще может сломаться. Просто в любой момент. Так, ну прям все мы правильно. Ну, вот и все. О, Александр вернулся. Мы тут уже сделали открытие. Ну и закрыли, считай, одно топ-задание. Честно так получилось. Не, ну как, мы к этому и стремились. Я счастлива, я довольна. Не сюда. Может, выше по шахте? Сейчас найдем, подожди, тут прессы лежат. А вот настолько. Оно прям лабиринтом, да, сейчас здесь сделано? Угу, мы вот отсюда пришли. Так, ну ладно, у нас плюс ящик, по крайней мере. Так, спокойно, давай без резких телодвижений. Я думаю, здесь малейший чих. Мы все вниз полетим. Конечно, добрым словом. Мне спасибо огромное. Возможно, где-то, да, я какой-нибудь потеряла, но вроде как старалась. Видимо, здесь они жили. Уцелело немного. Когда-то вокруг был камень и железо. Хоть как-то старалась все это закрывать. Ну, здесь... Ну, не Запись. прямо они запрятали. Я только проснулась. Сейчас. Цифры вижу, но Пойдёт. не могу разобрать Пойдёт. время. Мне снилось, что я веду лекцию. Или скорее это был какой-то шаманский ритуал, не знаю. Неразличимые лица под пустым небом. Я сказала, что мир умер с громом, нашествие роботов. Но последние люди, мы исчезли. Даже не со всхлипом, а с шепотом. Знаете, в пещерах закончили, как начинали, сбившись в кучку у огня. Главы государств, счастливые пятерки, лидеры, выигравшие в лотерею, сектанты. Все Что? как один попрятались по убежищам. Кто-то верит, что как-то сумеет все это пережить. А Элизий, а мы, жители Гей Прайм, то же самое. Множество крошечных сообществ вспыхивают и умирают. Какие-то из них будут прекрасны, какие-то ужасны. Но все они обречены. Миниатюрные цивилизации. Последний вздох. А потом придется надолго задержать дыхание. Еще не проснувшись, я знаю, что меня никто не слушает. Что я говорю сама с собой. Что за С какая-то молчаливой пошла? планетой. С бесплодным шаром. Сашенька пришел. Осталась лишь Привет, Гея солнышко. и ее долгий-долгий сон. Надеюсь, ей не будет одиноко. Нет, Сашенька, это обидно. Вот Александр, это да.
По собственному опыту дополнение финала на высокого уровня сложности. Без доспехов. За как. Ну, посмотрим. Не, их забрать в любом случае. Я прям очень хочу. Мне интересно, что они дают. Забрала? Забрала. Конечно, забрала. Вот, смотри, какие в чате сидят. Умные. Хорошенькие все какие. Помогли. Помогли. Последние записи, да, сейчас Мы будем здесь эвакуировались находить. в такой спешке. Не было времени подумать. Попрощаться. В медицинском отсеке стояли очереди. Я обещал Тому Пейку, что провожу его на укол. Но я бы мог быстренько успеть обработать еще партию зигот райских птиц. Подожди, а это не те ли самые, кого мы Я уже до сих слушали? пор злюсь, что он заставил меня выбирать. И злюсь на себя. Ну, Когда мы были в он этом... умер в одиночестве. И этих клятых райских птиц я в итоге тоже не спас. Теперь времени на размышления у меня предостаточно. Замки Гей Прайм захлопнулись, Элизий загерметизировался. Расстояние считанные мили, но с таким же успехом он мог бы быть на другом краю галактики. Там все эти беты, гаммы и обслуживающий персонал. Не будь я альфой, сложись все по-другому, я бы тоже мог быть там. А вместо этого я проведу остаток дней здесь, с людьми, которые мне даже не нравятся. И без того человека, с кем я бы охотно разделил свою судьбу. Будь у меня хоть шанс. Всего 2 часа, как я подписал финально исполняемые модули, а уже ворчу в свой визор, как вздорный старик. Грядущее поколение, примите к сведению. Альфа-комплекс называется Альфа Прайм. Да. Не знаю, грустно их все равно слушать. Я же говорил, что там капец неочевидное место. Слушай, мне так не показалось, правда. Мы что-то как-то спустились, и, в принципе, я сразу его нашла. То есть, ну, искали типа налево, я сразу туда пошла. Но там открытое место. То есть я думала, там прям, знаешь, вот... Как тебе сказать, что прям какой-то узкий проход или еще что-то, или что там прям по обрыву надо поэтому по уступу надо пройти. Не знаю, мне как-то не особо показалось. Мега сложно. Ну, просто, может, знаешь, исходя из того, что все постоянно пробегают сразу. Я просто стараюсь этого не делать. Ну, сейчас выйдем отсюда, я думаю, сгоняем, по-буренькому заберем. Это комната Элизабет. Я уверена. Она даже не успела распаковать вещи. Ее дневники. Просто даже мы туда, Дневники если Элизабет. спускаться сразу, Все уничтожены? именно по веревке. Сканируй. Визор может воссоздать их, но это долгий процесс. Пусть визор кажется всесильным устройством, но его мощь ограничена. Сколько это займет? Дни, недели, годы. Сумеешь остановить Аида и сберечь наше будущее, и, может, успеешь их послушать. Спасибо. Подожди, а еще раз их открыть можно? Нельзя. Ладно, пойдем дальше. Так, подожди. О, вот это я обожаю, вот эти вот туннели. Элизабет? Что это? Стоять. Здесь, наверное, ничего дальше нет. Пойдем дальше, ладно, пройдем. Проектор. Это Чарльз Ронсон. Опять ты. Прошло 6 часов с момента окончательного монтажа Гей Прайм. Сегодня затвор входного люка дал сбой. Зазор между створками люка должен составлять менее 2 миллиметров. А тут зазор был 10 миллиметров. Достаточно, чтобы проявилась тепловая сигнатура.
Достаточно, чтобы Рой засек наш комплекс. Достаточно, Прикинь, чтобы просто Гею 8 обнаружили миллиметров и прибавилось, и уничтожили. всё. Достаточно, чтобы убить будущее, над которым мы столько трудились. Если только кто-то вручную не перезапустит сервоприводы. Снаружи. Я сейчас Показывай. включу запись инцидента. Но я туда не пойду. Я на такой не подписывался. О, Либо мы кого-то туда пошлем, либо все это было зря. Решать должна Лиз. Ну так долго нам ее ждать? Сказала 5 минут. Она же не... О, нет. Так, слушайте. Я починила затвор. Гея. Зазор 1,4 миллиметра. Подтверждаю. Элизабет, да нет. ладно. Мы придумаем, как тебя впустить. И не надейтесь, Рой слишком близко. Ладно, не думайте. Гея готова. Ты прикинь. Теперь она обо всем позаботится, как задумано. Лиз, не надо. Мы столько всего еще... Ребят, вы меня знаете. Не умею я прощаться и отпускать, так что... Не будем. Тогда... в добрый путь, Лиз. И... увидимся. Да. Вы берегите друг друга. Лиз. Я не жалею. Я хочу домой. Прощайте. Это было последнее сообщение, полученное от Элизабет Собек. Она отдала все, чтобы спасти жизнь на этой планете. И мы все теперь перед ней в долгу. Офигеть. Ну-ка. Привет, Лиз. Я знаю, О, вот он. знаю, ты этого уже никогда не услышишь. Да и не важно. Тебе А, из-за тебя все, на этот утырок. раз досталась роль и спасителя, и мученика. Поздравляю. Да-да, пока все спорили, Лиз просто взяла и сделала. Ну, это качество лидера. Заговорочно. Слушай, Лиз, ты была хорошей девкой, по-честному. Спасибо. Мне жаль, что ты погибла. Я надеюсь, ты все же успела добраться до дома. Но этот памятник, который тебе воздвиг Ронсон, шутковато это как-то. Покойся с миром, Лиз. Господь свидетель, ты заслужила покой. Только не злись, Лиз, но я написал надгробную речь. Я попытался выразить... Твои дети, после того, как Аполлон их обучит, будут думать, что знают все. Но они должны понять, что ты для них сделала. Как сильно ты любила наш мир. Любила настолько, что это удивляло. Потрясало. А в итоге он тебя убил. Или ты умерла за него. Как посмотреть? Никто не мог за тобой угнаться. Сравняться с тобой. Не знаю, может, если бы я не уехал тогда в Йоханнесбург. Я рад, что ты в итоге зарубила протокол смотрителя. Если бы тут появилась еще одна ты, я бы не выдержал. Элизабет Собек может быть только одна. Я скучаю. О, единственное, неповторимое. Не, ну... это прям вот так вот. Пойдем поговорим. Элой, Погибла. Она погибла. ты знала, что она не могла выжить. А ее достижения... они исключительны. Пока ее люди спорили, она взяла на себя ответственность. Она одна. Она была лучше них. Я не это сказала. Да лучше.
Не бойся это признать. Можешь хоть раз отвлечься от холодных расчетов и открыть сердце? Он меня Она реально отдала подбешивает жизнь ради друзей, ради будущего, такими ради земли. вещами. От тебя это ускользает? Смысл ее жертвы? Ты видишь в ее решении нечто волшебное. А это был рациональный выбор, свободный от сентиментальности. Нет. Она знала, что Гея должна не только думать, и научила ее чувствовать. Заботиться, идти на жертвы, верить в жизнь, бороться с безысходностью. Если бы не эти сантименты, жизнь бы погибла, ни тебя, ни меня бы не было. Твой довод разумен. Сочувствую тебе. Она сказала, что хочет домой. Двусмысленно от него это прозвучало, сочувствует. Ничего, нам пора. Так. Нам здесь больше делать нечего. Я сейчас... Нет, подожди. Я здесь вот хочу пройти посмотреть. А тут все тупик. Если любопытно, есть что здесь? Так, что-то мы умеем. А, ну да, чем-то на призрака смахивает. И всё? Нет, можно еще выломать. А, ящик это нам. Вот это вот, дай мне тоже сюда. Проверка Елифии. Так, начнем заново с Элифии-1. Проверка целостности. Доктор Брашар Кляйн, могу я высказаться не по протоколу? Ну, можно. Кто ж тебе запретит? Доктор, вы истощены. Я наблюдаю у вас нарушение в цикле сна. Вы страдаете от депрессии? Вот цикл сна, это вот мне Ну, тоже можно, всё-таки пожалуйста, меня восстановить? пожизненно заперли в научном комплексе. Сама как? Из квадриллиона рабочих циклов 10 тысяч посвящены осмыслению факта смерти доктора Собек. Возможно, стоит перевести эти процессы на карантин. Как вы считаете? А сама тоже, прикинь. Я не психолог, Гея. Особенно по части машин. Не надо. Прикинь, Это там эту машину тоже естественно. По подклинивает. крайней мере, в контексте нашей с Тоже тобой скучает работы. по ней. Хотя, естественно, ее вряд ли назовешь. Она твой создатель. Святая покровительница этой авантюры. Дева смелых допущений. Даже в случае крупных сбоев шансы нового рассвета на успех достаточны, чтобы не использовать термин «допущение». Это называется фигура речи, Гея. Возьми на заметку. Знаешь, мне что-то сейчас напомнило, когда мы в Масче с этой... Я не забыла, как ее звали-то. Иви, как она? Нет, подожди, это по-английски было. Короче, вы поняли, машина тоже с нами была. Которая искусственный интеллект. А, стоп, это на выход, да? А там что впереди? Сузи, во! О, да, вспомнила. И вовремя, кстати, в чат посмотрела. Вот чем-то, да, напомнила, когда тоже мы с ней разговаривали, когда ее там учили всяким. Здравствуй, Марго. Как твои дела? Быть доктор человеком, Эдсон, когда. Я получила много всяких неожиданных сообщений от Теда. А, любовных? Марго, прости. Учили шутить, ну шутки Гибели никуда. Лиз совсем некому стало его приструнить. Я поговорю с Тедом. Ему в основном нужны отчеты. Сотни отчетов о вещах, в которых он вообще ничего не смыслит. Раньше Лиз все это пресекала. Он совсем не понимает устройства систем. Так, в общем, и задумано. Но теперь он начал грубить. Просто главное не злить его. Лиз всегда говорила, не злите его. Смеетесь?
Помните, как она с ним говорила? Она его ставила на место, Марго. Как вы это Может, сделаете? Мне просто Чё его мешает? игнорировать? Все равно он заперт в своей пирамиде в компании голографических девиц. Все, Что пускай он нам сидит. сделает? Ему там прекрасно, я чувствую. Там для него Рэй какой-то. Так, а еще что есть или нету? Есть всего. Откуда он просто так желтеньким светится? Просто там еще что-то такое есть. Человечнее некоторых людей. Было такое? Не, игрушка крутая. Там тоже кто не смотрел. На канале там все 3 части прошли. Можете глянуть. Там тоже по плейлистам все разбито. Так что рекомендую посмотреть. Так, ну что, все. Наша задача... Опа. Наша задача здесь выполнена. Тед Фара. Что мы запихнем им в голову, Лиз? Исторические факты. Так называемую правду. Информационный шум. Это не питательная смесь, Лиз. Это отрава. Это он насчет... По какую информацию дать обычным этим, что ли, может? Гражданским? Хотя уж вроде как я понимаю, всех все уже заперли. Подожди, мы же вышли прямо... В смысле? Чего? Не, по идее, да, мы правильно. Или неправильно? Подожди, разберемся. У меня ничего здесь, да, не показывается теперь? Вот он. На той стороне кратера есть еще одна секция. Ну Вроде все, она это уцелела при взрыве. та Потому что самая она дверь, скорее бронирована. всего. Ты нашла пункт управления. Иду туда. Все, я аж сначала что-то не поняла. Вот это мне повезло. Давай не надо сыпаться, пожалуйста. Я выжить хочу, я хочу отсюда уйти. Я хочу сделать свое дело и уйти. Блин, сейчас прикинь, этот буревестник прилетает, которого мы не убили. Я по-новому Так. взглянул на проект. На самом деле все просто. Слышите, чисто, как у него голос логично. поменялся? Стирание. Прибавление через вычитание. Так будет лучше, Лиз. Один росчерк, и все это исчезнет. Мне не нравится, к чему все это идет. Продолжай. Чувствуете, да, с какой интонацией он уже говорит? Как он вообще себя теперь ощущает? Стоп. И... Ладно. В смысле? Как залезть? Явно не вниз. Можно? Спасибо. Какой-то кривой проход был. Я не пойму, я что ли назад? В глаза или что? Иди назад к записи. Ну. Я, как всегда, обходными путями. Зачем идти напрямую, если можно 150 раз круги навернуть? Вот эта лестница мне вообще доверия не внушает.
Вообще я от слова совсем. Да, все, нашли, да, я метку сразу уберу. Я завернуть хотела. Упустили. Жутковатая картина. Что? Когда я открыла люк, воздух потянуло внутрь. Потому что в этой комнате не было воздуха. Но здесь же были альфы. А ну-ка. Не могу задействовать управление. Доступ Альфа заблокирован. Что еще за доступ Омега? О, нет. Персонал Альфа. Не хочу вас пугать, но выслушайте, что я вам скажу. Не нравится мне это. Это нелегко. В общем, Так. Не лезьте сейчас в систему, ладно? Я хотел сказать вам о том... Сказал же, прекратите лезть в систему. В общем, я не могу перестать думать о тех, кто родится после нас. Невинные, безгрешные люди, наши потомки. Зачем им знания? Это что, дар? Тед, мы уже это обсуждали. В Аполлона встроено больше 3000 условий отказа. Это не дар, это болезнь. Они лекарства, а мы хотим наслать на них наш недуг. Нет, нельзя. Еще не поздно. Если мы готовы пойти на жертвы. В этом нет необходимости. Все уже сделано. Найс. 3 минуты назад. Я стер Аполлон целиком и полностью, его нет. На жертвы? Это не жертва, это культурный геноцид. Чокнутый ты ублюдок. Тысячелетия истории. Мне жаль. Честное слово. Но чтобы защитить невинных, невинные должны умереть. Аварийная ситуация. Выпуск атмосферы. Я что-то сейчас слов аж нет. О, лучше на телеку подпишитесь, вот там вот все слова. Каждый раз что-то новенькое туда закидываю. Он их всех убил. Теперь ясно почему. Значит, вот кто вверг нас во мрак невежества. Ради невинного будущего. Безгрешные люди. Поглядел бы он на кольцо солнца. Все Ого. знания предтеч. Все, чего эти люди достигли, уничтожено. Обратилось в пыль. Ушло в пустоту. Ушло, как и сами альфы. Нет. Не в пустоту. Когда люк открылся, и их прах разметало по ветру, они стали частью этого мира. Мир, в котором мы живем, это памятник тому, ради чего они отдали свои жизни. Да, факту. памятник забвению. Не забвению, Сайленс. Надежде. Не, она правильно сказала. Просто офигеть. Главный блокиратор. Такой маленький. Не Осталось потерять. убить с его помощью Аида. И сколько лет они здесь вот так. Ладно, пошлите отсюда.
Я что-то как-то не знаю, из всего. Я прям здесь реально слов не было. Реально какой-то ненормальный. Так, не обвались-ка, пожалуйста, а я тебя прошу, очень тебя прошу. Давай не будем. 1000 лет прошло. Обидно за них. Не нравится мне это. Смотри, Вообще. не свались. А, ну, Блокиратор кстати, не вот он блокирует выход. силу притяжения. Ну, и вон он, этот проход был. Не свались. Ну, почти. Не, нормально. Все, и лезем. В принципе, мы в самом конце его могли забрать, ну да ладно. Уже ладно. Все, пойдем отсюда. У меня что-то прям реально здесь как-то не по себе. Че, блин, этот снегопад пошел. Так, стоять. Да, все правильно. Я бы еще вот здесь бы заблудиться. Так. Но вот это место, оно больше всего разрушилось. Вот из всех вот, где мы были. Ты здесь? Уже ухожу. Что? Здесь наши пути расходятся, Элой. Но сначала я расскажу тебе оставшуюся часть истории. Ну-ка, 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 ну-ка. Я уже как-то раз упоминал, что помогал затмению, но не уточнил, насколько все серьезно. Правда в том, что я был у истоков. Это я обнаружил Аида на этой горе, внутри разбитого Титана. И я служил ему. Что? Он обещал знания и дал их. Такие знания ты не представляешь. А взамен? Создал затмение, культ Аида, его личную армию. Зачем ты сейчас это рассказал? Ты должна это знать, чтобы справиться. Когда я нашел Аида, первое, о чем он спросил, был шпиль, не меридиан. Шпиль. Че это? Почему так, Элой? Шпиль создала Гея. А, Какая часть геи? Минерва. Это модуль взлома кодов. Гея построила шпили для передачи кодов, которые отключили машины Фаро. Остановили процесс переработки биомассы. Аид хочет передать другой код. Пробудить машины, чтобы они снова пожрали весь мир. Да. Исходя из всех данных, я пришел к тому же выводу. Значит, роботы, которых они воскресили, это просто инструменты. Армия для захвата шпиля. Да. Чтобы Аид мог снова уничтожить все живое. Если ты не помешаешь. ну-ка, давай-ка. Рассказывай мне все. Про Аида, затмение. Да-да. про всё. Знания в окружающем мире. долгая Как не история, допустить этих Элой. ошибок? Ну так не тяни. Я нашел визор в древних развалинах, как и ты, много лет назад. Вот только мой был сильно поврежден. Можно сказать, почти не работал. Я долго изучал его, пытался чинить. И, наконец, получилось. Мир предстал передо мной в таких деталях, просто необычайных. Тогда-то я и засек его. Слабый сигнал. Кто-то где-то вел поиски, так же, как и я. 2 одиночества. И я нашел источник сигнала. Разбитый Титан в самой гуще джунглей Алмаза. Так ты думал, это Титан? Древняя машина? И я не знал, что думать. Я уже видел похожие машины. В Ладе Смерти, например. Но это была другая. Она не была мертва. Она тогда не могла говорить. Я починил и вернул ей голос.
Так начался обмен знаниями. Машина интересовалась всем в нашем мире, племенами, другими машинами. Но первое, о чем она сразу спросила, это шпиль. Что Аид хотел знать о шпиле? Как к нему попасть? Что вокруг него? На чьей он земле? Взамен он открыл мне новые знания о древних технологиях. Он велел мне починить другие визоры. Вскоре у меня их уже была пара десятков. Хватит на небольшое войско. Ну да, на командиров. Мне было плевать. Я узнавал так много. Физику, алгебру. Ты не представляешь. Не говори мне про алгебру. Про физику вообще вот молчи, пожалуйста. А Карха Тьмы? Они тут каким боком? Раскол внутри племени был мне на руку. Такая возможность. Ну, подвернулась, да. На руку? Вот так, значит? Да. Половина племени оказалась в изгнании, мечтая, как вернуть себе Меридиан. Они религиозные, легкая мишень. Я просто представил им Аида как погребенную тень из их мифов. Так что да, это было мне на руку. Я устроил встречу Аида с верховным жрецом Бахавасом, Гелис тоже там был. Так родилось затмение. Что угодно ради святого Меридиана. Тебе ли про Меридиан Аиду говорить? наплевать на Меридиан. И тебе тоже. Мы живем в мире мертвых городов и погибших племен. Но одним больше. Я был занят. Аид поручил мне соединить все визоры затмения в единую сеть. Ладно, не буду. Интереснейшая Правда, задача. тут сидят, я Особенно сожру. с учетом модификаций, которые я внес самостоятельно. Ну да, чтобы за ними следить. Да. У меня хватило глупости помогать Аиду. Но я не был так глуп, чтобы доверять ему. Я встроил в сеть то, что звалось бэкдором у предтеч. Тайный доступ, благодаря которому я мог просматривать все каналы связи. Что же заставило тебя уйти? Уж Изменилась. явно не муки совести. Я забеспокоился, когда увидел, что они воскрешают древние боевые машины, используя мой метод. Спросил Аида, зачем ему это? И было поздно. Увы, я уже был отработанный материал. После того, как я завершил работу над сетью визоров, он призвал меня к себе и немедленно отдал по сети приказ меня убить. Вот с тех пор я в бегах. А со мной как началось? Наш общий путь. Когда тебя нашел Олин, обнаружена угроза системе. Такое не пропустишь. Ну, по факту. Приказ убить дикарку из племени Нора. Не мелковато ли цель? А потом я увидел на этой дикарке визор, и что она поразительно похожа на великого ученого древности. Гелис не медлил. Я решил, ты погибла. И вдруг сигнал твоего визора изнутри горы Нора. Ну, после Чем больше инициации. я наблюдал за тобой, тем больше росла уверенность в твоей необычности и полезности. Ты могла помочь мне, наконец, раскрыть тайны мира. Я решил сделать все, чтобы помочь тебе достигнуть цели. Прочее, как говорили в древности, это история. Давай Ты попробуем. делал ужасные вещи. Но все же попытался исправить ошибки. Конечно, сделанного не вернешь, но ты хоть пытался. Чтобы ты понимала, я бы сделал все это опять. Ну, где-то бы подстелил соломки, но сделал бы. Правда?
Надо было Ничему первого тебя выбирать. жизнь не учит. Я сделал, что смог. Ну а дальше задача уже твоя. Возьми мое копье. Прикрепи к нему блокиратор. Это будет устройство ввода. Давай И сюда. останется только воткнуть это копье Аиду в башку? Именно. Лучше в сердце. А, хорошо. Легкая задача Silence. вообще. А если еще на копье Куда ты можно пойдешь? будет модификации ставить? Туда, где не бывал. Столько всего надо узнать, пока не наступил конец света. А это все. А это я оставляю тебе. Как оказалось, все это твое. Ну а меня сюда не звали. Он правда сказал, мы можем здесь пошариться. Так. А, да ладно, мы даже вернуться можем. Но это сейчас, пока мы отсюда в принципе не ушли. Сейчас, подожди, прикрепим. Сейчас послушаем. Я проделал долгий путь. Я услышал твое послание. Это ведь был ты? Сущность неизвестна. Мое имя Сайленс. А твое? Ой. Я думаю, ты не стал бы звать, если бы не хотел Ну, что-то озвучка получить. Аида прям... Ты позвал, я откликнулся. Скажешь мне свое имя? Аид. Тебя создали предтечи. Ты боевая машина. Вопрос временной период. Время? Сейчас правит 13-й король Дома Солнца Карха. Вопрос Карха. Давай лучше по порядку. Тебя создали предтечи? Интересно, сколько ты пролежал здесь, пока я тебя не нашел? И как долго тебе придется ждать кого-то другого? Очевидно, что ты очень могуч, но без меня ты отсюда не сдвинешься. Титан просто оболочка для интеллекта. Вопрос Карха. Другой разговор. Еще есть. Они идут. Приготовления завершены. О, светлый Бахавас, узри, как и было обещано. Что это за гигантская машина? Я никогда подобного не видел. Нет! Не приближайся, ты, Карха в тени! Неверно. Склонитесь перед погребенной тенью. Погребенная тень? Я не понимаю. Понимал ли Араман Коршуна, что уселся на вершине пламени? Это же из Писания. Араман последовал за тенью, отброшенной шпилем. Туда, где был построен священный меридиан. И ты тоже последуешь за тенью. Я праведный человек, избранник солнца. Но в час нужды силы тьмы могут воплотить в жизнь то, что солнцу не под силу. Итак, вернешь ли ты нам то, что наше, от тени с пророчества? Требуется армия. Подчинитесь, и меридиан ваш. В нашем послушании не сомневайся. Это прям как-то это все слушать. Задача выполнена. Да, сеть визоров работает. Все Прям параметры мурашки соблюдены. уже по коже идут. Можешь сам убедиться. А я подожду. Но, смею напомнить, мне причитается награда. Квантовая обработка. Данные скомпилированы. Объем слишком велик для пересылки. Как не кстати для меня. Явись передо мной и получишь свою награду. Хорошо. Ага. Гелис, обнаружена угроза в затмении. Назови имя, о тень, и отступник умрет. Имя этой угрозы — Сайленс. Сайленс. Да. Истина, нашептанная ночью, хорошо видна днем. Он всегда был чужаком. Будет исполнено.
Причем, что... Здесь еще что-то проходит. Причем, что это он поднял Аида. Ну ладно. Так, а вот это вот мне нравится. Давай-ка сюда. Если это копье можно будет сейчас себе оставить. Сейчас посмотрим. Ну, кстати. О! Раздобыли мощное оружие. А вот тебе и копье. Да. Подожди, а где мое? А, это типа мое же осталось. Программа Пси. Кстати, 3 котла осталось. Вот сначала Sigma у нас была, потом Z вот этот тот второй, и здесь этот уже доступен. Прежний бой позволяет нанести быстрый. Но это мы знаем. Блин, а модификации нельзя ставить. А жаль. А очень жаль. Так, ну окей. Добраться до Дворца что Солнца. затмение готовит атаку. После этой истории с Дервалом я не сомневаюсь, что он защитит город. Но шпиль... Это да. Подожди. А, мне надо слезть отсюда именно, да? Блин, а этого тут нет нигде? А, подожди, по лестнице, может? Там есть спуск. 100%. Я просто хочу сейчас, чтобы мы сразу забрали с вами этот доспехи. Мне интересно посмотреть. Мне интересно на них посмотреть. Пойдемте. Да-да-да, телепортнуться можно. А, слышь, осталось, кстати. Здесь обзорная точка, но это ладно. Мне бы теперь вспомнить. Вот он, бункер. Нельзя, да, нам зайти? Очень жаль. Очень жаль, ну ладно, сейчас пойдем. Но все-таки вот около 2 часов у нас эта серия. Там посмотрю, может, что-то еще подрезать. Какие-нибудь эти ненужные моменты. Прекращается. Ну, конечно. Потому что мы уже ушли оттуда. Идь. Стой. Если оно что может. Прикольно. Так. Эти ребята здесь. Где вход? Вот у нас чуть-чуть дальше. Это здесь нам надо. Прочти, что оно умеет. Я вроде посмотрела. Быстрый и слабый удар, медленный мощный удар с электролизующим эффектом. Ну вот, то, что сейчас и был. Также перехватывать управление открытыми машинами. Открытыми. Вот это вот интересно, типа, не обязательно к ним теперь так подходить. Можно даже, когда они нас будут пытаться атаковать. Допустим. Ладно, попробуем. Я сейчас, подожди, я хочу очень вот это забрать. Давай, бомбочкой. Блин, у меня самое стрёмное, что этот уровень воды достаточно низкий. Ты, короче, в итоге просто об камни падаешь. Там даже так видно было. Ну, казалось. Поехали. Так, нам нужно, по-моему, именно что... Да, мы здесь не пройдем, нам надо через дверь. Точно, мы же сначала открывали дверь, чтобы потом нам пройти вот туда. Эти зажимы удерживают броню на месте. А сейчас Надо солнышко. только включить механизм и снять эти зажимы. Осталось 2. Еще 1. А, все. Ну вот, последний. Об камни падают и титры. Да-да-да. Все заработало. Теперь надо выстроить диски. Тут, наверное, какой-то код.
90, 270, 360. Это углы. Да нет, подожди, на 90 градусов есть угол. 270, я не знаю, как это. Мат и Саленса было услышано на другом конце галактики. Да-да-да. Это градусы, подожди, а как... Так. Технари в чате, а ну-ка давайте. «90, по идее, он должен вот так вот быть горизонтально, но и в какую его сторону? Полный круг это 360. Ну, 90 это пол. Ну, не пол, а 1/4. А потом еще это 180 и до конца 360. «270 это 3/4 против часовой стрелки. «70 против 90, подожди, это по идее вот так. Третий 360. 450 это сколько у нас? Получается вниз. Часовые отрицательные углы. Для чего? Влево. Ну, так и я сказала, что в это... Я же сказала, чтобы народ помогал, потому что я не шарю за все вот эти. Ну, помогал в смысле, что просто пояснять, где как угол, вот как, в принципе, Александр пишет. Я вот про это. Он прямо говорит, не, прямо не надо. Здесь мне нужно именно что подсказать в плане сам механизм, как работает. Не тупо, ну, чё, куда крутить, а как это работает. Так, подожди, 360, 450, это получается... Ну, наверное, это вот так вот будет. Конечно, не уверена. Может быть. Не, фига. Подожди, 90 мы повернули. Как там было? По часовой отрицательную... По часовой. То есть 90 мне надо налево. Или нет? Это работает, подожди. Ну вот, давай вот до третьего. Вот 360, я прям уверена, что это должно смотреть наверх. Все, в третьем я уверена. Вот первые два. Они так должны быть или наоборот? Мне кажется, так. В алгебре единичная окружность против часовой стрелки. Против. Да, так. Все правильно. Ну хорошо, а 450 и 630 тогда как? 450 что-то, кстати... это, подожди, это про 270 писали. Ну. Подожди. Или надо наоборот их было прокрутить? 360 плюс... их полной надо крутить. 360. О, моё, подожди. Сейчас я их выкручу в круг.
360 и плюс 90. То есть это мне его нужно полностью прокрутить. И там еще плюс... плюс 180. Я правильно посчитала? Да, правильно. Полный... 630 это полный круг, и еще 207. Почему 270? Ну 360. Да, ладно. 360 и еще 270. Не нужно полностью прокручивать. А как? Подожди, а 270 у нас как стоял? Это до левого. Есть. Ну что ж, посмотрим, что это за доспехи. На шар крутанула. Просто шла по кругу, и ладно. Я не поняла, как это работает, но окей. Отлично. Теперь посмотрим, что можно сделать с этим материалом. Это такие доспехи. Ну-ка стоять, я кое-что здесь только увидела. Тут же все это открылось. Очень знакомые доспехи, вам так не кажется? Подожди, нам там не пройти. Ну сама, видишь, крутанулась. Я типа шла по полному кругу, он засчитал. От щита. Ну-ка, иди-ка сюда, ты кто? В смысле, а где? Чего? Во, коробку дали. Так, бурлык. Древний технологический модуль, который Элой вшила в одежду Нора, генерирует слой поля, поглощающий урон. После истощения запаса энергии требуется время, чтобы снова накопить заряд. Ну, кстати, выглядит очень круто то, что его переделали. Потому что не вот это вот прям броня, а то, что это переделано. Давай, вот, конечно, обидно, что нет модификации, но... Ну-ка, затестить можно? Блин, нам, по-моему, надо прям выходить отсюда. Нет. Я просто впадлу это делать. Ну-ка сюда. Что далеко ходить? Так, ну-ка ты-ка вот иди сюда. И мне вот дружочек очень нужен. Сейчас я ему хочу прям самое такое мелкое продать. Даша. Я вообще на удобство уберу. Почему? Так, 42, 41 нет. Надо сражение 10 урона. Это у нас одинаково уже. Вот так вот сделаем. Урон. Давай так вот стоять. Нифига, мы на копье нашли тут. Да, в принципе, уже есть. Оставлю 2 модификации, может, когда-нибудь по 2 можно будет ставить. Оставлю. В принципе, нам не нужна. Уж туда же. Так, поехали. Сейчас там он на этом напротив есть. Давай продадимся. Это тоже. Стальную, ладно, оставлю.
Не, светящуюся можно выкинуть. Ну, продать ее достаточно. От истребителя пока оставлю. Крыса, по-моему, мне не нужна. Это тоже все. Пробовый разрядник тоже продам. Костистое мясо, все это прочее оставлю. Пойдет. О, 8200. Вот пошли. Это можно хранить. А он прям. А, нет. Изи, ну-ка. Как это работает? Кто-нибудь взгляните по мне. Ай, блин. Электричество накидывает, да? На. Да, они мимо меня пролетали. Но это типа второй жизни. Отличная сегодня охота. Но это реально как вторая жизнь. Офигеть. Ничего себе игрушку затягивает. Она очень крутая. Я, поверь, когда такие игры классные попадаются, это вообще забей. Просто забей. Так. Нам, кстати, надо будет как-нибудь эти все лагеря подзачистить. И нам срочно надо поискать котлы. Вот он еще один. Здесь, наверное, да? Нам их 3 осталось. Нам надо до этого добраться. Я посмотрю, может, я вот здесь вот побегу, чисто территорию открою, которая еще и регенится. О, в смысле? Но по здоровью у меня как было, так и осталось. Надо, кстати, поднять. Короче, я, наверное, просто открою, чтобы нам, ну, было видно, чтобы нам по-быстренькому перемещаться. Сгоняем в котел. А, вот. Подожди, вот. И здесь, наверное, будет 3. Все. Значит, все правильно. Пооткрываю костры. Я про щит он сам... А, ну щит, да. Щит он сам становится. Кстати, вот здесь у нас какое-то новое задание. Потом его тоже возьмем. И в целом, по-моему, по заданиям... А, ну вот это, где коршунов надо убить, мы там рядом с поселением. Посмотрю, может быть, на вот этот боевой лук. Как-нибудь соберу. И в целом все, просто дальше идем по основному заданию. Просто не комментируешь иногда это страшное слово физика, а дальше... А, я вроде как-то рассказывала, я это просто чуть экзамен не завалила, поэтому, да. Ну и я ее особо никогда не понимаю. С высоты потом спрыгнем. А то уже просто время. Мы и так видим. 2 часика. Короче. Наверное, да, это будет одна серия. Она просто в 2 часа. Поэтому я, наверное, ее одну выигрышу, потому что уже 1 час ночи. У меня и матушка отдыхает. Это в комнате. И я сегодня заколебалась, пока до дома доехала. Вот. Поэтому завтра я постараюсь. Я, наверное, серию выгружу утром. Чтобы, да, успели посмотреть, кто не смотрели. И в обед, ну, там где-то часиков 3-4, может, я очень постараюсь, чтобы мы с вами дальше пошли играть. Чтобы, ну, у нас просто время было, и чтобы вот так вот в ночь не сидеть. Вот, поэтому вам, конечно, как всегда, спасибо. Меня игра прям реально, она очень затягивает. Мы ее уже, считай, сколько у нас там... Сколько у нас процентов осталось, кстати? Типа 63%. А мы 3% сегодня набили, поэтому нам осталось не так много. Плюс там еще у нас DLC-шечка есть. Как-то мы тут хотели начать.
как, была просто побочка, а потом сказали мне, что это DLC. Говорят, не лезь, не трогай, не лезь, пока оно пока оно тебя само не трогает. Вот, поэтому еще контент будет. Но вам, как всегда, наверное, напомню, поставить лайкосик, подписаться на канал, вот одну кнопочку просто прожать. Все, и я довольна будет. Ну и тут в течение этого, ну, стрима, да, видоса самого по себе. Ну, тут здесь вот QR-кодик вот выскакивал, да, вот специально вот так вот сделали, чтобы вот он сам напоминанием таким появлялся. Поэтому добро пожаловать. Скоро вот тут мы уедем. Да, я буду вот закидывать всякие эти там, знаешь, там фоточки с моря, там, да, с ресторанов. Ну да. Все, Ваненька, тебе просто удачи, береги себя, и самое главное, ребят, не болейте, и не будьте как я, и питайтесь нормально, потому что это потом очень весело все исправлять. Так что давайте, чтобы все было хорошо. Ну, удачи, в следующей серии увидимся.